Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Сегодня 21 июля, это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие есть новости, какие движения на рынке и что ждать сегодня в течение дня, куда пойдет нефть, доллар, золото, рубль и другие активы. Переходя к календарю событий, сегодня ничего особо не намечается, крупного никакой макроэкономической информации. Единственное, только запасы сырой нефти в 17:30. Это не означает, что никаких событий, которые окажут влияние на движение на рынке, не произойдет. Тем не менее, макростатистика сегодня слабовата. Так, друзья, давайте, наверное, начнем с прессы. Много интересных публикаций касательно того, что на рынках происходит и что ожидается. Чудовищный провал по нефти на сочетании, с одной стороны, роста новых случаев коронавируса, с другой стороны, на том, что ОПЕК плюс все-таки договорилась о снижении добычи нефти. Так, ну вот новое исследование появилось, JP Morgan, они предполагают, что будет значительный рост стоимости энергетических, нефтяных и так далее компаний. Это связано с двумя характеристиками, которые они отследили: зависимость и выявили закономерность. Первая зависимость связана с отношением так называемого свободного денежного потока к стоимости компании. И второй момент, сравнили движение в индексе, нефтяном индексе и энергетический сектор S&P. Соответственно, вот это движение, оно указывает на раскорреляцию нефтяного индекса и энергетического индекса. И по мнению JP Morgan, в ближайшее время должно произойти ралли энергетических нефтяных компаний для того, чтобы эту раскорреляцию устранить. Ну, либо нужно движение сильное вниз по нефти к 42 по бренту, соответственно, тогда эта раскорреляция исчезает. Ну и здесь масса зависимости типа черный ящик. Вот есть еще другой график, который указывает на так называемую перепроданность энергетического сектора. Но проблема всех черных ящиков, она заключается в том, что черный ящик, он ищет какую-то закономерность и часто не берет в расчет фундаментальные причины, фундаментальные основания. Здесь ситуация несколько другая. Сейчас чуть-чуть попозже, по факту рассмотрения новостей, я объясню, почему действительно такая, казалось бы, волонтерная идея, она может сработать и она может в обозримом будущем сыграть на рост нефтяных энергетических компаний. Однако никто в 2022 году не ждет нефть выше текущих значений. То есть в основном идут ставки на то, что нефть в 2022 году либо будет иметь стоимость в районе 70, либо в диапазоне 65-75. Такие прогнозы наиболее часто встречаются и в наибольшей степени делают акцент, что именно у текущих значений нефть будет удерживаться. То есть диапазон 68-75 долларов за баррель. Но я не совсем согласен с такой позицией, потому что как только какой-то актив ключевой начинает торговаться вблизи каких-то консолидационных значений, сразу появляется масса прогнозов со стороны разных инвестбанков относительно того, что он так и будет торговаться неопределенное количество времени вокруг этих значений. Так, далее, вот немножко от нефти отвлекаясь, интересная статья. Экономика фиатных денег построена на лжи. Но на самом деле это не более чем заголовки, потому что люди, которые пишут такие статьи, они либо, с моей точки зрения, преследуют цели создания каких-то хайпов, каких-то движений, либо они просто элементарно не разбираются в экономике, в истории экономики. На самом деле, если посмотреть историю вообще в принципе денежного обращения, что бы там ни использовалось, будь то соль, шкурки, золото и так далее, то есть везде были свои проблемы, везде так или иначе возникала инфляция, дефляция и так далее. И поэтому те люди, которые критикуют фиатное денежное обращение, то есть создание ассигнаций, потом электронных денег, которые можно выпускать
по сути, по своему желанию или по необходимости экономики или государства, они должны обязательно делать тогда уж ссылку, что вот такие проблемы были или не были на прошлом историческом этапе, когда, например, в качестве обращения использовали золото. Тот же пример, допустим, использования золотого обращения, то есть когда деньги, в качестве денег выступали золотые монеты, либо само золото. Была масса примеров, когда возникала так называемая инфляция. Особенно показательный был пример, когда открыли Америку и потекло огромное количество золота, серебра из Северной и Латинской Америки в Европу. Тогда Испания буквально залила все золото в Европу. И, кстати, такой подход на тот момент, он стал преградой для развития Испании и позволил развиваться экономике Англии. Потому что у Англии не было золотых рудников и серебряных, у Испании было. Поэтому вопрос, связанный с тем, что, допустим, фиатные деньги основаны на лжи, это не более чем лозунг с моей точки зрения. Суть любых денег – это создание универсального средства обмена, высоколиквидного, который позволяет измерять и покупать другие товары и услуги. С течением развития общества меняются виды этого обращения. То есть вначале это были натуральные товары, потом золото, серебро, потом монеты из золота, серебра, потом ассигнации. Сейчас мы подошли к электронным деньгам и так называемым цифровым деньгам. И здесь на самом деле рассуждение о том, что вот она основана на лжи, допустим, какая-то система обращения, я считаю, что некорректно. Потому что экономика оперирует цифрами, а не такими понятиями, как ложь, правда и так далее. То есть это уже вопрос к тому, как работает правовая система в государстве и в мире. Так, вот еще одно очень интересное исследование. JP Morgan ожидает движения на 4600 по индексу S&P. То есть они делают текущую ставку на то, что вот этот провал, который возник, он является временным, и в ближайшее время пойдет дальнейший рост американского фондового рынка. Также вот они здесь проводят интересную достаточно зависимость исследования о том, что возникшая новая волна из-за штамма Дельта коронавируса, она на самом деле не столь опасна, потому что в развитых странах она не привела к увеличению смертности. Здесь не готов дискутировать с этим вопросом, могу только обратить внимание, что действительно, если смертность и количество тяжелых случаев с тяжелыми последствиями, оно действительно не растет в развитых странах, из-за вакцинации в частности, то, соответственно, действительно тогда шум по поводу опасности дельта штамма и обвала на нем мировой экономики, они, скорее всего, действительно окажутся преувеличением. Так, давайте перейдем к российским СМИ, что у нас здесь на повестке дня. На повестке дня сделка по Северному потоку-2, то есть договариваются о том, что России дают достроить Северный поток-2, ввести его в эксплуатацию, при этом Россия все равно как бы не выводит Украину из игры, все равно по территории Украины продолжается транспортировка газа, в дальнейшем планирует вроде как водород транспортировать, но это весьма адвантажно с моей точки зрения. Гарантом в этой сделке выступает Германия. И на самом деле обращаю внимание, что Северный поток-2 по сути это то, что нужно Германии. Россия, скажем так, именно как стране, я не уверен, что была необходимость создания Северного потока-2. Потому что Северный поток-2 по сути это создание из Германии фактически монопольного хаба газа в Европе. Поэтому, конечно, здесь интерес у немецких бизнес-кругов, я думаю, в значительно большей степени к этому потоку, Северному потоку-2, чем у России. У России здесь, возможно, есть наибольший интерес только со стороны тех, кто отвечал за строительство этого Северного потока-2. А в целом, как бы, бизнес-модель и монополизация рынка газа в Европе, здесь, конечно, все карты в руки Германии и немецкому истеблишменту. Так, друзья, давайте теперь перейдем к графикам. Начнем мы с индикатора, который давно не рассматривали. Это отношение стоимости золота к серебру.
дневной таймфрейм, так называемый один из индикаторов кризиса. Соответственно, когда он начинает расти, как правило, ну, либо вырастает турбулентность, либо начинается финансовый кризис. Несмотря на позитивное видение американских банкиров на цены на нефть, американский фондовый рынок должен заметить, что по вот этому индикатору стоимость золота к серебру пошло движение наверх. Здесь была ситуация, которая продлилась с января-февраля текущего года по май, когда он был на минимальных значениях. И сейчас здесь происходит ключевое движение, у которого цель пробить 74,6-75, ну и после этого пойти наверх. Движение этого индикатора наверх, оно исторически означает то, что вспыхивает кризис. Так, далее Baltic Dry. Но здесь, несмотря на то, что такая непростая ситуация на фондовых рынках мировых, Baltic Dry особо вниз не идет. 3000 и все. Ну и соответственно это поддерживает инфляцию издержек. Так, далее китайский фондовый рынок. Здесь идет рост, но опять же идет движение в рамках вот этой консолидации. Для того, чтобы говорить о каких-то позитивных сдвигах, по Китаю должно начаться на 5200 и закрепление в районе 5200-5250. Если это в ближайшее время происходит, то действительно можно будет сделать вывод, что на какое-то время, по крайней мере до осени, обвал на мировых рынках откладывается. Так, друзья, ну и вот вчера движение в NASDAQ, оно указывает на две вещи. Либо на то, что миновал вот этот провал, который начал было развиваться на рынках, либо то, что здесь просто произошел шортовый сквиз и шортистов просто сожгли. Сегодня будет закрепление результата, либо возникает консолидация в районе достигнутого значения 14500-14450, либо мы увидим коррекционный откат и тестирование 4184. Если такой откат произойдет, то это вероятно означает, что движение вниз, оно себя здесь не исчерпало, и мы увидим дальнейший пробой вот этого значения и уход по NASDAQ и по другим ключевым индексам вниз. Касательно позитивной риторики американских банков, JP Morgan банк и так далее, по поводу роста фондовых индексов американских и мировых. Ну смотрите, я думаю, здесь дело банально заключается в том, что те деньги, которые печатает ФРС и другие мировые центробанки, ну опять же условно печатает, то есть предоставляет в виде различных инструментов дополнительную денежную массу. Ее нужно куда-то девать, складывать. Это идет либо в открытие новых рынков, зарождение новых технологий, которые начинают расти, пока здесь дела обстоят достаточно скромно. Соответственно, деньги запарковать в этой части негде. Далее, рост сырья, рост стоимости товаров и услуг. Здесь как раз вот то, с чем борется сейчас ФРС, чтобы этого не допустить. Потому что вот инфляция, которая убивает покупательский спрос, так называемая инфляция издержек, она приводит к тому, что экономика она начинает стагнировать, перестает восстанавливаться. Потому что все западные экономики, они построены на производстве прибавочной стоимости и на создании спроса. На то, что люди сначала создают продукт, потом берут денежку и этот продукт или услугу покупают. Поэтому такая инфляция, она крайне губительна для Запада. И он будет предпринимать все силы для того, чтобы эту инфляцию нивелировать. Какой остается вариант? Куда девать напечатанные деньги? Их надо где-то либо прятать, либо сжигать. Прятать их можно в фондовом и фьючерсном рынке, поэтому его будут надувать и дальше, чтобы эти деньги куда-то заныкать. Ну и периодически будут устраивать расколбас, высадки, просадки, движения вниз, потому что тогда денежная масса она элементарно сгорает и не нужно мучиться головной болью относительно того, куда деть свеженапечатанные так называемые денежки. Поэтому, возможно, JP Morgan прав по поводу роста, но я бы здесь добавил оговорочку, что будут и резкие, и очень сильные высадки, потому что для того, чтобы зарабатывать на фондовом рынке, надо, чтобы кто-то терял. И второй момент,
полезность провалов – это сжигание избыточной денежной массы. Да, кто-то терпит убытки, но никуда от этого не деться. Так, ну и вот индекс страха и волатильности VIX, он вчера показал коррекционный откат, пока он, правда, не ушел в ту зону, которая связана со стабилизацией и безопасностью и, возможно, ростом фондовых рынков. То есть он не вернулся вот сюда, вот 18,5. Но тем не менее, если вчерашний откат он продолжит в таком же духе сегодня, то мы увидим стабилизацию ситуации. И тогда это получается просто в рамках текущей концепции, периодическом всплеске волатильности, который нужен, который крайне необходим для кровопускания, для сжигания так называемых избыточных денег и перераспределения активов. И все нормально, тогда спускаемся в этот диапазон 18,5 ниже. Если здесь начинается проторговочка, то это будет означать то, что ситуация стабилизировалась, успокоилась. Ждем следующего срыва. Так, друзья, далее S&P, это SFD на фьючерс, он сейчас уже торгуется, дневной таймфрейм, вчера был волшебный отскок, ну, кто-то называет это волшебный отскок, кто-то называет это сжиганием шортистов, не суть важно, главное, чтобы до конца этой недели мы удержались вот в этих достигнутых значениях и не было повторного пробоя значения 4230. 4200, то есть движение вот сюда, в эту область. Если действительно ситуация здесь удерживается, тогда можно сказать, что консолидация на хаях, она будет продолжаться. На сегодня S&P пытается откатиться немножко вниз, но действительно не может быть такое резкое движение вверх, даже если это отскок без какой-то корректировки. Критерий здесь того, что будет или не будет в ближайшие дни. Так, друзья, ну и переходя здесь на часовой таймфрейм, для того, чтобы более детально рассмотреть, что происходит с S&P, здесь у нас сейчас ситуация достаточно благоприятно складывается. 4300 это Рубикон. Если этот Рубикон в результате продолжения этого движения мы сегодня не переходим, то все это приводит к консолидации и последующему росту. Если 4300 переходим, это не будет означать, что развивается крупномасштабный провал, но это означает, что котировки уходят в этот диапазон и будут здесь в течение нескольких дней консолидироваться. Критерий того, что все пропало, это, соответственно, движение вниз и пробой диапазона 4200-4220. Так, давайте посмотрим, что происходит с нефтью. Так, переходя на недельный таймфрейм, здесь получается ничего такого страшного пока не произошло, просто выпустили пар. Волшебный уровень 66.25 не пробит, поэтому передовые редуты удар сдержали. Вот, соответственно, на текущий момент, я думаю, здесь сейчас будет проторговочка возникать, если американские банки нас не обманывают по поводу того, что с нефтью должно быть все хорошо. Ну и переходя на часовик, вообще отличная картина. Судя по часовику, здесь у нас сегодня должно быть тестирование и пробой 69,770. И, соответственно, отсюда либо короткий задерг, либо попытка движения в район 72. Ну и на текущий момент вот эта картина, которая сформировалась, если здесь возникает коррекционный откат и пробитие 68,3, то мы уходим торговаться вот сюда, вот в этот диапазон. Так, друзья, далее золото. Смотрите, по золоту вчера отлив был, но опять же 1807 успешно все это дело сдержало и дальше не пустило. Ну, здесь у нас на сегодня консолидация в диапазоне 1807-1814, она чуть повыше, линия здесь будет проходить. Соответственно, на текущий момент я жду, что будет движение наверх на 1814, тестирование этого значения. И в случае пробоя следующая цель движения 1821. В том случае, если у нас разворачивается сейчас повторное движение вниз и пробой 1806,5 вот этого значения, то весьма вероятно, что мы на сегодня пойдем тестировать сначала 1801,5, потом 1800. Если в ближайшие часы пробоя вот этого диапазона не будет, то я думаю, весьма вероятно, что отсюда пойдет тестирование вверх, и в случае пробоя на растущем объеме мы увидим следующую
волну движения. Ее цель ближайший 1821. Вот сюда вот. Так, друзья, далее фьючерс на индексе РТС. Но здесь, сами видите, дневной таймфрейм. В общем-то, попытка отскока и разворота. Критерий того, что этот отскок разовьется, это то, что не будет повторного тестирования и пробоя 155 тысяч. Соответственно, если нефть и S&P удерживают текущие значения, то весьма вероятно сегодня будет тестирование на пробой 157 500. И в случае пробоя этого значения у нас есть цель движения, первая которая 159 тысяч. А если переходить на часовой таймфрейм, то удержание 156 200 приведет к тому, что вот это движение нисходящее, которое по часовику началось, оно останавливается, здесь начинается консолидация, и отсюда будет движение наверх с целью, первая цель будет 159 тысяч. Если здесь возникает пробой, то мы уходим тестировать 155 тысяч, 154 500, вот этот диапазон. Ну и в случае его пробоя там уже речь будет идти о 149 тысяч. Опять же, если опираться на дневной и на часовой таймфрейм, здесь произошел разворот. И наиболее вероятный сценарий это либо отскок, либо консолидация и потом отскок. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Дневной таймфрейм. Вчера вот это укрепление достаточно хорошо произошло. Даже сходили на 74.3 в моменте. На текущий момент здесь, я думаю, должен быть боковик, продолжение боковика. Сейчас на часовике мы посмотрим, какие здесь диапазоны. Так, друзья, ну вот у нас такой часовик распрекрасный. Здесь в ближайшее время, если 74.5 будет пробитие, нас ждет отсюда уход наверх на ослабление рубля. И цель движения это тестирование 74.75, опять же вот этого уровня. Так, но переходя на более короткие таймфреймы, для того, чтобы рассмотреть в микроскоп, что тут творится, с одной стороны, вот эта пятиминутка, начался цикл движения на ослабление рубля. Соответственно, в ближайшее время этот цикл, это коротенький цикл, внутридневной, 1-2 дня. Глобальный мы сейчас не рассматриваем, там все понятно. Заседание Центробанка, которое будет в ближайшее время, оно поддержит рубль против доллара и евро, но более долгая перспектива для рубля, она не очень благоприятна. Итак, то, что касается движения сейчас, вот на утро, первой половины дня, рубль-доллар, здесь вот 74,5, вот это значение, оно выступает Рубиконом. Если оно сейчас, не знаю, в течение 1-2-3 часа пробивается, то нас ждет следующее движение, тестирование 74-75. Если вот это вот движение наверх с пробитием не происходит, то, соответственно, развивается движение, попытка пробоя 74,4, 74,35 вот этого диапазона. Если эта попытка пробоя завершается успехом, то нас ждет поэтапное сегодня укрепление рубля. Первая цель 74,3, вот ее вчера потрогали. И, соответственно, если происходит закрепление на 74,3, следующая цель движения 74,1, 74. Ну и сейчас ожидаем, как вот эта ситуация разрешится, в какую сторону. То направление движения, которое в нефти S&P, оно указывает на то, что больше предпосылок для того, чтобы был пробой 74,4 и рубль в первой половине дня укрепился к доллару. Так, друзья, в общем-то все, основные моменты, основные движения. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайк.